Непосредственно сам. Всем привет! С вами канал EasyTo, и сегодня я покажу, как готовить кунжутный соус. Его называют тхина, тахини, но суть это не меняет. Это прекрасный ближневосточный кунжутный соус, который идеально подходит для мяса, рыбы, риса, пасты, жареных овощей или запеченных в духовке. Итак, для того, чтобы его приготовить, все, что нам потребуется, это непосредственно сам кунжут, лимон, вернее его сок, чеснок, соль, немного питьевой воды, подсолнечное, а лучше оливковое масло и измельчитель. Процесс очень прост. Для того, чтобы приготовить этот соус, для начала мы разогреваем сковороду и высыпаем на нее кунжут. 150 грамм кунжута нам вполне хватит. На сильном огне мы помешиваем кунжут для того, чтобы он не пригорел. И сушим его до тех пор, пока он не приобретет характерный золотистый оттенок. Делаем мы это для того, чтобы при просушивании он более ярко раскрыл свой вкус. Можно делать это в духовке на противне, но я предпочитаю делать это на сковороде. Когда большая часть кунжута приобрела красивый золотистый оттенок, мы пересыпаем его в кутер. Отставляем этот кунжут в сторону. И на этой же сковороде добавить масло, обжариваем чеснок. Чеснок обжариваем до золотистого цвета с той же самой целью, для того, чтобы он максимально ярко раскрыл свой вкус. Пока чеснок обжаривается, добавляем в кутер масла. Порядка 150 мл на 150 грамм кунжута. Не забывая помешивать чеснок. Кстати, он практически готов, поэтому огонь можно выключить и чеснок убрать, он дойдет так. И перебиваем кунжут с маслом. Добавляем еще немножечко масла. После того, как соус приобретает более-менее однородную консистенцию, мы добавляем туда чеснок. Сок лимона. Сок лимона является прекрасным натуральным консервантом, а также гасит всю горечь, которая естественным образом изначально содержится в кунжуте. Добавляем на 150 грамм изначального кунжута порядка 3-4 хороших щепоток соли. В любом случае доводить придется по вкусу. Перебиваем. И получаем базу для соуса. Это еще не сам соус, но эта база необходима для того, чтобы довести сам соус. И также она используется при приготовлении хумуса. Об этом я обязательно расскажу в другом своем видео. Чтобы из этой базы получить соус, все, что нам нужно, это добавить сюда чистой питьевой воды. Сейчас вы увидите, как цвет будущего соуса поменяется с темно-бежевого на более светлый. Мне надо еще воды добавить. Добавляем воды до тех пор, пока консистенция соуса не станет похожа на консистенцию кефира. Пробуем.
бесподобно. По вкусу можно изменить соотношение соли. Если чувствуете горечь в соусе, можно добавить еще немного лимонного сока и еще немного перебить. Так я и сделаю. Ну вот и все. Очень простой способ приготовить дома кунжутный соус. Всем приятного аппетита, до встречи на нашем канале. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. До скорых встреч!